Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше погружение, наше исследование. Мы проговорили о том, как начинает формироваться сознание, погружение в материальный мир, и мы проговорили о мире материальном. Вы посмотрели видео, я думаю, и исследовали драгоценный камень. Надеюсь, для вас это было интересным открытием, интересным опытом о том, что действительно там есть сознание, оно формируется. И я думаю, для многих это перевернет их картину. И мы продолжаем дальше. Итак, спустя миллионы лет, трудно сказать четкую цифру, хотя в некоторых индийских писаниях есть это описано, просто нужно это писать, но это не столь важно. Спустя миллионы лет, когда сознание уже обрело некую первичную индивидуальность, оно научилось уже, адаптировалось к пребыванию в материальном мире, оно уже начало осознавать первые этапы своей индивидуальности, о том, что оно не просто размытое единое божественное целое, а оно имеет какую-то свою природу. Вот когда это сознание уже доросло до этого уровня, владыки кармы по божественному замыслу, по божественному милости и творению задает новый шаг развития, новый шаг познания своей божественности, и наша частичка погружается еще дальше. Она еще больше отдаляется от божественного идентичности своей, но она, если вы видите, еще больше осознает свою индивидуальность, еще больше в ней растет осознанность и сознание. И это погружение есть погружение в мир растительный. В мире растительном это сознание уже получает дополнительные возможности. Вот если мы посмотрим на деревья, да, они в принципе близки к минеральному миру, но они уже имеют более проявленную индивидуальную природу. Они обретают способность более, скажем так, утонченных способов взаимодействия с окружающим миром. В деревьях уже появляются признаки мужского и женского начала, то есть разделение определенное на пол, да, есть там тычинки, пестики там и так далее. И идет более широкое, скажем так, взаимодействие со всем, что окружает. У деревьев уже появляется некая такая первая конкуренция формируется, потому что мы знаем, да, деревья в результате эволюции знают, для того, чтобы им нужно вырасти повыше, чтобы воспринять солнышко, им нужно пустить корни поглубже, чтобы получить вещества, им нужно занять какую-то территорию. И в растительном мире уже появляется некая конкуренция и взаимодействие. Это уже более, скажем так, мир более активный и одновременно уже более агрессивный, потому что в минеральном мире изначально таких задач и, следовательно, проблем у нашего сознания, которое путешествует, не было. И растительный мир становится, мы об этом поговорим чуть попозже,
зачатком уже проявления некой эгоистичности. Она еще не сильно проявлена, но здесь уже есть признаки формирования эго, как, скажем так, необходимый такой грузик для формирования индивидуального сознания. Надеюсь, я понятно объяснил. Мы подтвердим это на практике, с помощью практики чувствознания. В следующем видео мы исследуем состояние растительного мира, сознание проявленного в растительном мире, через состояние дубов. Каждый мир, тот же материальный и растительный, он тоже многослойный. От самого простого, вот если возьмем на примере растительного мира, это самый простой такой пример, это, например, мох. Да, мох какой-то, что-то такое на камнях, начинает вот организовываться какая-то жизнь. До высшей степени растительного мира это высшие деревья, такие как, например, дубы, где сознание уже настолько сильно проявлено, что на самом деле с ними можно и пообщаться. Я помню детей соседских, мы вместе, я учил их, как это делать, и у них, в отличие от взрослых, легко очень получалось это, и они феноменально быстро схватывали, у них феноменально это получалось, ну, естественно, пока родители об этом не узнали, соседские, какой-то странный дядя, ну, это сейчас не об этом. Мы исследуем, и вы увидите на самом деле, что в деревьях, в растительном мире тоже в высшей степени проявлено духовное сознание и выражается духовное излучение. Это не во всех деревьях, но в более развитых, которые пришли к определенному пику, это явно можно увидеть и услышать. Ну а пока все, мы еще вернемся к этому вопросу позже. Ну и продолжим наше путешествие, наше исследование в следующих видео. Благодарю вас.